Я уже достаточно много лет обращаю внимание на то, что у многих старых автомобилей пробег зависает на цифре 300 тысяч километров, а у многих старых мотоциклов на цифре 30 тысяч километров. Интересное наблюдение, не находите? С вами сегодня я, Антон Больших, и сегодня мы поговорим о скрученных пробегах. На самом деле поводом для этого видео послужил вопрос в моем чате в Телеграме. Сейчас я вам его зачитаю. Я ответил на него в отдельном посте, но решил снять это видео, во-первых, потому что так больше людей его увидит, а во-вторых, потому что мне интересна ваша обратная связь. Добрый день! Ходит инфа, что новую приборку, которая шла, по-моему, с 2011 или 2012 года на 650-ке, невозможно скрутить пробег, нежели со старой, которая крутится на раз, два, три. Правда ли это? Кто не понял, речь идет о скутере, который называется Suzuki Burgman 650 или Skyway 650, и немножко опыта на эту тему у меня есть. Я так понимаю, что человек имел в виду приборку с 2010 по 2012 год, которая идет красивая, как LED-дисплей, красненькая такая. Все приборки там с 2002 по 2009 я могу отнести к одной и той же категории. И я могу сказать, что с 2010 по 2012 год я действительно не знаю, скручивается ли пробег. Но могу сказать, что на старых скутерах я неоднократно видел, как он скручивается, а также видел, как он скручивается на более свежих скутерах, начиная с 2013 года. И как это не удивительно, хотя я лично ничего удивительного в этом не вижу, потому что компания Suzuki изменения не очень любит, и если можно какие-то вещи оставить старые, то она чаще всего так и делает. Так вот, у скутера с 2002 по 2009 год пробег элементарно скручивается, подцепляется прищепка к чипу типа EEPROM-ки на плате в приборной панели, и с помощью программатора вписывается другой пробег. Специалисты по коррекции пробега несколько лет назад делали это всего лишь за пару тысяч рублей, причем в эти деньги входил даже выезд к тебе. Сам я подобными вещами не занимаюсь. Последний раз лет 9 назад прибегал к таким услугам. Но бывает такое, что меня мои клиенты просят подкорректировать им пробег по разным причинам. Я никогда не рекомендую им это делать. И важно, я никогда не скрываю эти факты. То есть, если я имею какое-то отношение, там, снимал приборку человеку для того, чтобы ему кто-то скрутил пробег или что-то еще, все эти факты всегда отражены в моей истории, и этот факт не получится скрыть. Каким бы хорошим ни был клиент, это все равно запись у меня останется. Так что я всегда говорил и буду продолжать говорить, что перед покупкой, даже если вы верите человеку, где он обслуживался и так далее, совершенно несложно написать мне там номер рамы и госномер скутера. Я, по крайней мере, пока не беру ни копейки за предоставление этой информации, я ее не скрываю, и вы можете узнать всю правду, что действительно делалось с этим скутером в нашем сервисе и был ли он у нас. Потому что очень часто люди, прикрываясь моим именем, продают скутеры, которые на самом деле у меня никогда не были. Так вот, я немножко отвлекся. Проблем со скручиванием пробега не было никогда. Вот сколько я помню этот вопрос. Поскольку на Бургмане пробег зашит только в приборку и больше никуда. Можно снять приборку, приедет специалист и все очень быстро сделает. Опыт скручивания на новом кузове у меня был. Начиная с 2013 года пара мопедов было таких, на которых крутился пробег. Я прекрасно знаю эти мопеды, прекрасно знаю даже один из них, где сейчас. Так вот, чип, который отвечает за пробег в приборке на старом мопеде 2002 года и на мопеде 2015-16 один и тот же. Поэтому мне трудно поверить в то, что с 2010 по 2012 в приборке, которая выпускалась буквально 3 года, что-либо изменилось. Я не верю в это. Но смотрите, даже если вдруг где-то рак на горе свистнул, и в этой приборке применяется какая-то другая технология, при которой сложно или невозможно скрутить пробег, хотя я в это верю с большим-большим трудом, потому что скрутить пробег возможно практически на всем, что угодно при наличии правильного оборудования и квалификации, то ничего не мешает просто взять на разборке приборку с другим пробегом и переставить ее. И никогда в жизни никто не сможет этих вещей определить. Во времена своей еще
еще молодости я работал в одном мотосалоне. Работал я механиком, и моя работа заключалась в том, чтобы восстанавливать скутеры, которые приезжали с японских аукционов. Вернее, не с аукционов, а не с аукционов. Проработал я в этой компании недолго, платили там всего лишь 20 тысяч рублей в месяц, это была зима, и после того, как я разгрузил 2 контейнера с японскими тракторами, я перестал там работать. Я просто ушел на следующий день, никому особо ничего не говоря, потому что я считаю, что такая работа адская совершенно не соответствует тем условиям, на которых я туда устраивался. Большей частью работы в этой компании являлись скутеры 50 кубических сантиметров, на которые не нужны особо никакие документы и у которых одометр имеет всего 5 цифр, включая десятые. Поэтому там пробег скручивать не было никакого смысла. Однако попадались всякие Honda Super Cup и разные прочие интересные мопеды, на которых приборка разбиралась и первая цифра крутилась просто-напросто шилом. Это действительно было. Я не буду рассказывать, что это за компания. Я даже не уверен, что она до сих пор существует. Она точно не из самых известных, так что не надо ассоциировать, пожалуйста, с какими-то своими догадками. Однако привозили туда и Skyway. И я хорошо помню, буквально за пару месяцев, несколько Skyway с реально большими пробегами от 100 и выше тысяч километров. Точно помню карбюраторную 400-ку, у которой был пробег 110. Она, кстати, приехала мертвая с мертвым стартером. Мы поменяли стартер, и под сиденьем лежала приборка с пробегом 17 тысяч. Также я очень хорошо запомнил Skyway, которому было на тот момент всего лишь 2 года, а это, если не ошибаюсь, был 2013 или даже 2012. То есть тогда еще этот мопед был очень-очень свежим. И 2-годовалый скутер приехал из Японии с пробегом 140 тысяч километров. Даже когда уезжаешь на другой конец планеты, на практически необитаемые острова, все равно спокойно записать видео в тишине, к сожалению, не получается. Так вот, приехал этот скутер с пробегом 140 тысяч километров. И знаете что? Я бы никогда в жизни не сказал, что у него такой пробег. Он был такой белый, красивый, весь обслуженный, с хорошими живыми тормозными дисками, с хорошей резиной. Разве что год выпуска у нее был чуть свежее, чем у нового скутера. Только вот двигатель был уже мертв. На тот момент времени его ремонтировали, потому что как таковых разборок по этим моделям еще не было, а повреждения, насколько я помню, были не очень страшные, там пострадала поршневая, а все остальное было в достаточно приемлемом состоянии. Знаете, с каким пробегом был продан этот скутер? 11 тысяч километров. И если бы смотрел его я совершенно не уверен, что я определил бы то, что пробег на самом деле так сильно скручен. Но он был и не скручен, это была просто заменена приборка. Действительно, в Японии никто не занимается скруткой пробегов. По закону там за это какие-то санкции положены, и японцам это не надо. Но им ничего не мешает положить под сиденье другую приборку, и они при этом ничего не нарушают, они просто продали запчасть, или как это сказать. В общем и целом здесь замена приборки тоже как бы вроде не является скруткой пробега. Ну, не здесь, а в России, в смысле. Так вот, вопрос первый. Верю ли я в маленькие пробеги у реально старой техники, которые 10, 20, 30, а то и 40 лет? Да, верю. Такие пробеги бывают. На самом деле я такие случаи видел. И даже если это туристический мотоцикл, который покупают для того, чтобы на нем много ездить, я сам был владельцем гантели, которую купил в 2019 году. Она была 4-летняя с пробегом 284 километра. Другой вопрос в том, что не всегда маленький пробег – это хорошо. И очень часто у этой темы есть какие-то подводные камни. Потому что надо ответить на вопрос, почему пробег маленький. Может быть, действительно купили и не ездили по каким-то причинам. Может быть, мотоцикл где-то стоял битый. Я такое неоднократно встречал. У меня FJR был с такой историей. Также, если мотоцикл просто стоял, очень важно, в каких условиях он стоял.
На этом канале есть самое-самое первое видео. Если кому-то будет интересно, вы можете пролистать, или я прикреплю ссылочку, где я рассказывал про мотоцикл BMW R1100 RS, моего постоянного клиента, который промучился с ним около 4 лет и в конечном итоге с большим трудом продал. Так вот, этот мотоцикл был олицетворением всех вот этих идей про то, что мотоцикл мог 20 лет стоять где-нибудь у моря и гнить. И несмотря на реальный маленький пробег, а он там реально был маленький, человек просто перебрал его весь за период владения, вложил в него просто бешеные деньги и в конечном итоге продал просто потому, что запарился его восстанавливать. Так что у маленьких пробегов, даже если они честные, могут быть и минусы. Учитывайте это обязательно. Второй вопрос: что же в таком случае делать, если ты говоришь, что на рынке очень легко нарваться на скрученный пробег, а из Японии маленький пробег не всегда может быть гарантией хорошего состояния? Тут все очень просто. Я считаю, что если вы покупаете бэушный мотоцикл, то вы просто должны спокойно и нормально относиться к рискам. Риски в любом случае будут. Бэушный мотоцикл, автомобиль или любая другая техника является по определению котом в мешке. Вы можете эти риски снизить. Если вы имеете такую возможность, то мотоцикл может посмотреть специалист. Вы можете, если вы технически грамотный, посмотреть этот мотоцикл сами. Вы можете рискнуть и не делать ничего. Или вы можете довериться аукционным оценкам, что, кстати, довольно часто попадает в точку, но тоже не всегда. Тоже попадали мои клиенты с аукционными мотиками, бывало, но достаточно нечасто. Но ни один из этих пунктов никогда не даст вам гарантии, что вы покупаете ровный, честный мотоцикл, с которым не будет проблем. Поэтому нужно просто принять, что самых умных на планете не бывает, и в любом случае вы чем-то рискуете, покупая старый мотоцикл дешевле намного, чем он стоит новый. Ведь есть одна очень простая мысль, которую я очень много лет пытаюсь людям транслировать, а они упорно не верят. Чем старше и дешевле мотоцикл, тем дороже становится его содержание. Именно потому, что он старше и дешевле. И совершенно не имеет смысла сравнивать стоимость старого какого-нибудь 20-летнего мотоцикла со стоимостью его ремонта. Да, стоимость его ремонта может быть больше, чем стоимость его самого, но если бы он был новый и стоил бы других денег, то эта стоимость на его фоне, возможно, была бы не такой значительной. Поэтому я продолжаю произносить фразу, которая успела стать моей любимой. Думайте головой, выбирайте хорошие мотоциклы, катайтесь на них и радуйтесь. А если даже что, не отчаивайтесь, потому что все проблемы в целом можно решить. В конце концов, проблемы, которые можно решить деньгами, это не проблема, а просто расходы. Самое главное перед покупкой скутера или мотоцикла, подумайте о том, как и где вы будете его обслуживать. Если в вашем районе есть профильный сервис, с которым вы найдете общий язык, это прекрасно. Но если даже такой возможности нет, то для своих самых частых зрителей, это владельцев Suzuki Burgman Skyway 400, также 650 и BMW C650 GT, я создал свои обучающие курсы по самостоятельному обслуживанию, которые помогут вам поддерживать свой мотоцикл в прекрасном состоянии, при всем при этом своими руками и за очень вменяемые деньги. Только представьте, по скутеру BMW C650 GT я отснял очень большое ТО, которое обошлось клиенту 145 тысяч рублей. Конечно же, это была сумма вместе с запчастями, но тем не менее, поверьте, работ там тоже было очень много, и они стоили не так уж и дешево. Поэтому я всю эту полезность дарю вам за совершенно смешные деньги. Со всеми условиями вы можете ознакомиться по ссылочкам в описании или в закрепленном комментарии. А с вами был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Теперь я вещаю с райского острова где-то на Филиппинах. Буду очень рад вашей обратной связи, лайкам, комментариям, колокольчикам, всему-всему-всему. Всем пока!